Мои приветствия всем! Рада вас видеть. С вами Алена Старовойтова, проект «Ключи мастерства». И сегодня мы с вами говорим на тему зависания между небом и землей, но с достаточно большой предысторией. Всем пламенный привет. Сейчас посмотрю, где у нас трансляция запустилась. У нас, как всегда, мультистрим, соответственно, трансляция идет в ВК. Сейчас я проверю, чтобы она точно шла в Рутюбе. По-моему, там настроили, что он автоматом запускается. Сейчас глянем. Вот. И в запрещенных в России сетях, в Инстаграме и в Фейсбуке. Запустилась или не запустилась. Так, давайте еще раз. Проблемы. Сейчас мы берем и заново попробуем добавить Рутуб. Ну-ка, запустится. Вот это все такое искусственное разделение, конечно, сильно-сильно жизнь усложняет. Ну, вот не вижу я, чтобы оно запустилось. Сейчас попробуем еще раз. Да, минуточку терпения. Рутуб. Вот как удобно раньше было. Был один единственный. Так, вот теперь запустится. Я не ту ссылку скопировал. Удаляем, добавляем. Хорошо, хоть есть программы, которые позволяют все это в одном месте аккумулировать. Ну-ка. Сейчас тогда будет дубль 2. Приветствие. Поехала. Вот не хочет. Что-то сломалось, пишет. Ну вот как оно работает. Что-то сломалось. О, появилась кнопка. Ну-ка. Появится. Ура! Получилось. Итак, всем пламенный привет. С вами Алена Старовойтова, проект «Ключи мастерства». И сегодня мы говорим на тему зависания между небом и землей. Но подводка будет большая. Постараюсь очень простым языком, доступным, раскрыть тему. Изначально, вот на последних трансляциях, начиная с весны, слышала одно и то же. Вот про это состояние. Сейчас поставьте единичку, кому оно знакомое. Состояние такого плана, что декабрь прошлого года закончился очень мощно, было четкое ощущение, чего, куда, зачем. А потом наступил 25-й, как будто бы пустота. Вот это вот метафорическое ощущение, что откуда-то ты вышел, а туда, куда надо, не пришел, и вот уже длительное время находишься между небом и землей. Причем, насколько я поняла из наших комментариев в Телеграм-канале, который, кстати, так и называется «Ключи мастерства», некоторые в этом состоянии находятся уже не первый год, не только 25-й, а очень давно. И тогда мне как раз, вот я провела трансляцию на солнцестояние, и пока ехала на празднование дня рождения и юбилея папы, подумала, было бы, наверное, замечательно, если просмотреть все вот эти отчеты платные Лорен Гарго, начиная с 2020 года. Я и до этого была подписана, но они, к сожалению, их не сохраняла, а она имеет такую тенденцию, сколько-то лет прошло, все удалять. Соответственно, вот просмотреть все материалы, да, и прописать какие-то динамики. Изначально была идея написать статью о плазме, она будет потом, но я поняла, что она настолько сложная получается, потому что подтягивается столько много терминов, требуется столько много пояснений, что это будет такая мини-книга на самом деле, да, листов там где-то на 60-70, чтобы объяснить простую вещь. И тогда пришла очередная гениальная идея, в кавычках, да, взять, собрать материалы у нее все, начиная вот про путь души, да, про этапы вознесения, то, что мы в последнюю неделю постим, и продолжение будет на следующей неделе. Ну и что-то как-то подумалось, что начнем с самого первого шага, с пробуждения.
Да, и вот когда мы это все выложили, и выкладывали мы это интересным образом, то есть одна большая статья, её можно прочитать сразу и по всем соцсетям небольшими фрагментами. Мне это удобно, потому что я могу видеть прицельно, на каком этапе возникают вопросы, отвечать на них в телеграм-канале. А для других, ну, может быть, спокойнее переваривать. Все-таки большие контенты. У нас статьи-то на 6000 знаков плохо заходят, да, не все осиливают дочитать до конца, слишком много отвлечений и плохая фокусировка. А уж там, где 20-30 тысяч букв, ну, то есть это реально очень большой труд. Но результаты, мы проводили опросы в телеграм-канале, сегодня повесила и вот как раз в Ютубе на вкладке сообщества вопросы в ВК на тему того, когда вы пробудились, да, в какой период это было. Результаты меня, честно говоря, поразили. У меня какие-то такие мои заблуждения, иллюзии с представлениями очень так потихонечку, чем дальше, тем больше осыпались. И вот буквально на днях был второй опрос на тему, да, с какой волны, фазы вы на какой волне фазе до сих пор находитесь. Поэтому давайте все сейчас суммирую. Тем более вопросы были, их было не так много, они такого достаточно описательного характера, но все же. Да. Вот до этого момента я считала, что человек, которым не пробужден, на ключах мастерства делать нечего. Потому что что такое пробуждение? Да? По сути, это зов души. Ты начинаешь изнутри чувствовать некий зов, тебя куда-то ведет, куда-то направляет, куда-то подталкивает. Ты не можешь не понимать, куда, что, зачем, но что тебя подталкивает, и ты раз за разом сталкиваешься с определенными ситуациями, которые тебя вот прям ведут в одном единственном направлении, и это однозначно. Вот эта моя иллюзия рассыпалась. У нас оказалось, по крайней мере, в телеграм-канале есть определенный процент, там не так много прям проголосовало, но 5% это солидно. Те, кто вообще не знает, что такое пробуждение, не понимает, пробудился он, не пробудился и так далее. Это вот одна из иллюзий, которая у меня упала. Так вот, если рассматривать весь путь развития человека, начинают обычно с самопознания и саморазвития. Но в чем здесь парадокс? Можно всю жизнь самопознаваться, саморазвиваться и никуда не прийти. Вот у кого есть такие знакомые, которые всю жизнь ходят по каким-то курсам, тренингам? Я смотрю немножко с другой стороны, да, взять психологов, астрологов, которые не в теме духовности, очень хорошо видны все их непроработанные личностные части. Вы наверняка среди своего окружения знаете таких, которые действительно ходят на разные курсы, заказывают себе эти карты всякие разные, проходят человеческие дизайны и так далее. То есть прилагают большое количество усилий понять. Но вот этом ограничении саморазвития, самопознания, если там нет духовного компонента, потому что нет главного. И несмотря на то, что психология у нас считается наука о душе, да, мало кто из специалистов разных направлений доходит и вообще рассказывает о том, что нужно установить контакт с душой. И очень часто вот после всевозможного количества популярной литературы люди такие выходят на эту тему, и, в принципе, с этого момента начинается пробуждение. Но еще раз, пробуждение, оно выглядит как вот такой момент осознания. Как будто бы вот все твои метания, все твои сомнения, все твои потерянности, неуверенности в себе, они не исчезают. Но как будто бы вот что-то внутри тебя освещается, и четко становится понятно. Иду вот сюда. Вот оно, вот так. Это и называется, да, моментом пробуждения. Вот у момента пробуждения это и есть. И на самом деле это демаркационная линия, которая делит жизнь до и жизнь после. Потому что целиком и полностью меняется твое восприятие. В первую очередь себя, окружающих вас людей и того, что происходит в мире. То есть по всем 3 уровням идут изменения. Понятно, что они происходят не одномоментно. И вот так вот раз щелкнуло.
Бывает очень редко. Хотя сейчас вот молодежь, которая после 20, да, они как будто бы им кто-то кнопку "вкл" нажал, и они дальше по этому пути идут. Мне буквально тут недавно Светлана Добровольская скинула материал одного паренька, которому 23 года, который проводит ретриты, семинары, курсы, и который четко говорит: "Я пробудился год назад". К этой теме мы еще с вами подойдем в самом конце. Ну вот такие сейчас быстрые, ускоренные времена. Но мы начинаем сначала, да. Но вот для того, чтобы этот момент произошел, слишком много появляется вопросов, ты бесконечно ищешь на них ответы. То, что ты находишь, тебя на какое-то время успокаивает, потом ты понимаешь, что не то, и начинаешь дальше искать, искать, искать. То есть весь процесс начинается с таких философских глобальных вопросов. Кто я? Зачем я? Куда я? И если раньше этот процесс начинался где-то, ну вот не случайно говоря, да, 33 года возраст Христа, то есть был "нет" для молодежи, то сейчас молодежь вот так вот включается, как будто бы действительно вот нажали на эту кнопку. А раньше этот путь был достаточно поздний. Но в любом случае вот эти все метания, сомнения, преграды, грабли — все это приводило к тому, что вопросы возникали, и, наконец, ты начинал слышать этот самый зов души. С этого момента и начинается путь. Но самое интересное, да, что это всего лишь начало пути, то есть отправная точка. Пробуждение — это не регалия, не достижение. Это тот момент, когда ты впервые установил контакт с душой и на самом деле привлек ее внимание к себе, что ты не биоробот, который бегает и занимается там выживанием, зарабатыванием денег, развлечениями, удовольствиями, а нечто большее. Это серьезный шаг, который оказывает воздействие на все происходящее потом. Поэтому, говорю, это мощный рубеж. И там очень четко. До этого жизнь была одна, после этого жизнь стала другая. И, как ни странно, раньше чаще всего ты приходил к этому через глубочайший кризис. Причем бывало не через один. И тут посыпалось, и тут посыпалось, и тут обрушилось, и тут что-то произошло, и на выходе вариантов нету, кроме как возопить. Раньше бы сказали, да, помолиться. Но после 70 лет отсутствия религии и так далее, у нас это как-то на автомате, ну, по крайней мере, в моем окружении не простроено. То есть нет такой привычки. Но в принципе сама механика очень похожа. Ты капитулируешь перед чем-то большим, чем ты, и тем самым отправляешь мощнейший сигнал изнутри своего сердца, да, к своей душе. Вот это называется моментом пробуждения. А дальше начинается путь. Путь, который многие не понимают, пытаясь продолжать играть в игры выживания, жертвы, побольше бы себе всего, денежек, любви, счастья, богатства и так далее. Вот эта часть понятна. Я надеюсь, очень просто объяснила, потому что материалы Лорен, несмотря на то, что я их адаптировала, но там все равно, да, там видна такая мощь, я говорю, они фундаментальные. Хлеще, наверное, только труда Элисабели почитать можно. Это я еще очень сильно упростила. Но вот эта вот история, то есть пробуждение — это отправная точка. Следующий шаг, знакомый вам всем, это путь трансформации. И вот у Лорен очень хорошо показана эта механика. Несмотря на такие термины серьезные, душа, сверхдуша, монада, я буду говорить теми словами, которые знакомы абсолютно всем и означают то же самое. У человека есть душа, у человека есть высшее я, которое его ведет, после того, как он пробудился, да, то есть проявил свой собственный интерес. И у него есть божественное. И вот эти 3 этапа, 3 названия — это то, к чему ты идешь, с чем ты устанавливаешь контакт, с чем ты работаешь, взаимодействуешь, и, соответственно, эта структура иерархическая. Вначале ты устанавливаешь контакт с душой, потом ты с ней соединяешься, по сути, становишься настолько чистым и прозрачным физически, эмоционально, ментально, духовно, для того, чтобы эта душа могла разместиться в твоем теле.
Не откуда-то там сверху тебе вещать и какие-то там сигналы через случайные разговоры, какие-то встречи посылать, а изнутри тебя. То есть она становится частью тебя. Это вот финал первого этапа движения. За ним и следующий. Ты начинаешь более плотно взаимодействовать с высшим я. Ну, а потом уже, когда, скажем так, весомая часть энергии, света твоего высшего я размещается, опять же, внутри тебя, ты идешь к следующему уровню взаимодействия уже с божественным я. Но поскольку у нас систематизации в Рунете нет, таких хороших специалистов нет, я провела опросы, говорю, а как это, вот как было раньше, я знаю, а как это происходит сейчас? Назовите источники, где вы берете информацию. И когда мне написали, что вот ключи мастерства и Светлана Добровольская являются источниками, сори, но мы ни с какой стороны не источники информации. Светлана, конечно, может со мной не согласиться, но я не считаю нас источниками информации. По той простой причине, что мы заточены под другой, реализуем совершенно другую функцию и миссию. Да, мы учительствуем, но даже мы с ней по-разному это делаем. Она напоминает вибрацию определенную, помогает вспомнить определенные состояния. И все ее трансляции по-разному заходят вот к одному, дать прочувствовать это. Там нет обучения именно каким-то таким серьезным вещам. Вот недавно она только, да, по-моему, летом провела цикл, где какие-то серьезные вещи объясняла. Потому что уже невозможно ходить с шорами на глазах. Мы тоже во многие темы заходим на ключах мастерства, но мы не фундаментальные, которые вот по полочкам все раскладывают. Знаете, учебник «Сделай шаг 1, 2, 3». Я уже неоднократно вас отсылала. Пойдите, почитайте Алису Бейли. Вот трактат ее о 7 лучах, вот смотрите, это 5-я книга, они все такие, посмотрите, какая толщина. Вот это фундаментально. Вот это я понимаю. Это только про 7 лучей, которые потом в часовые, двухчасовые трансляции перекладывают. У нее такая же эзотерическая психология, эзотерическое целительство, эзотерическая астрология. Но это те вещи, которые вот дают, понимаете, общую концепцию. Раньше были потрясающе сильные ченнелинги. Вы знаете, какого плана? Там, где ты слышал то, чего ты нигде не мог услышать. Именно про мироустройство. Что, зачем, к чему. Но после 2012 года эти каналы все исчезли. Ну, кто-то действительно разочаровался, что этот переход в 5-е измерение, в манну небесную не произошел. Но на самом деле там совершенно другой процесс. Они просто соединились с теми частями себя, через которые вещали. И на выходе это уже немножко другая история. Я, конечно, не сильно, что у нас творится в Рунете, в теме. Но вот действительно такой, что прочитал, ничего не увидел. За последние годы вся вот эта ченнелинговая инфа измельчала. Она стала не то что плоская, знаете, вас по головке гладят, вы такие классные, вы такой путь делаете, все так замечательно. И на этом все. Как будто тебя вот зефирками посыпают, в шоколаде купают, и дальше пребывай в забвении, не понимая, куда идти. Но вот без этого понимания базы очень сложно, ну, видеть маршрут свой. Тем более, если раньше, когда мы по этому пути шли, мы шли действительно на ощупь. У нас вообще не было никакой литературы. Я вот очень хорошо помню эти самиздатовские книжки, может, вы помните. Они такие были на газетной бумаге еще напечатанные. И после развала Советского Союза их из рук в руки передавали. Потому что не было ни копировальных машин, ни ксерокса. Все появилось в разы позже. Когда вот впервые тайные знания стали не тайными. Но самое главное, да, пробуждение – это начало пути. И нужно четко понимать, куда ты идешь. Но поскольку мы говорим, что ты слышишь зов души, нужно смотреть на всю эту тему не с точки эго-личности, не с точки зрения человека, а с точки зрения души. И тут хочу напомнить еще одну потрясающую книгу Сэл Рэйчел «Интеграция души».
Это самый подробный мануал вот именно про душу. Все остальное можно выкинуть из книги, да, там какие-то цивилизации были, еще что-то. Именно вот эта часть про душу, чтобы понять, как это устроено. Но самое главное – это понимание. Душа раз за разом воплощается в разных цивилизациях, на разных планетах с одной единственной целью. Для того, чтобы вернуться в источник. К Богу, в абсолют, называйте как хотите, но чтобы вернуться туда. И сделать сама она этого не может. Только через тех, кто воплощен, проходит свои уроки, набирает свой свет, научается любить и так далее. И фактически это выглядит каким образом? Душа, нечто большое, шикарное, прекрасное, которое обитает на уровне 5D, 6D, раз за разом посылает астронавтов в скафандрах, в другие плотности, для того, чтобы научиться элементарно чувствовать, уважать, заботиться о себе, испытывать сострадание, милосердие и так далее. И вот огромная количество, душа, да, здоровющая, она раз за раз такие лучики проецирует. Вот кто фантастические фильмы смотрит, а я обожаю фантастические, да, там есть такая штука телепортация, они так луч направляют, и тут вот материализовалось. Вот примерно то же самое. Только процесс занимает достаточно приличное время, потому что спуститься-то нужно в третью плотность. И это занимает не только 9 месяцев, а все 18 месяцев, как говорят каналы. Чтобы иметь возможность вот прописаться в этой 3D-шной матрице. Слишком несопоставимо. Но вот этот лучик, да, фупс, тебя направили, и вот ты есть. Но вначале формируется биотело, биоробот бегает. Вот тот, кто не пробужден, это биоробот. У него есть свои мечты, у него есть свои желания, у него есть свои чаяния. Но вот это ощущение, про которое я тут вспомнила сегодня прям, вот это ощущение бетонной плиты на голове. Вот что б ты ни делал, ну, понимаете, у вас вот она вроде там есть, а канала нет. Почему? Потому что ты первый, кто проявляет вот этот сигнал, отправляет. Ты отправляешь радиосигнал вверх, а я тут. И получаешь ответ. До этого момента вот эта бетонная плита. Ну, вспомните, у кого такое было. Чаще всего ты эту плиту не чувствуешь. Но когда она падает впервые, как будто бы ты задышал, как будто бы вокруг тебя больше пространства. Ну, то есть, понимаете, на контрасте. Ты в матрице все познаешь на контрасте. Чтобы начать что-то ценить хорошее, нужно это потерять. Это же базовый принцип. Все через боль и страдания. И так было до конца 20 века. Обязательно через боль и страдания. А иначе ты не воплотишься в матрице при всем желании. И вот эти грабли, грабли, грабли. А теперь представьте, человек никогда не пробудился. Прожил глубокую жизнь, 90 лет, был блестящим, каким-то гениальным ученым, но одни и те же грабли всю жизнь. И вот чтобы этого не произошло, было величайшее событие. В 1987 году прошла гармоническая конвергенция. Причем, опять же, по-моему, она прошла все-таки с подачи Солары, Хосе Гурельеса и так далее. Там была целая плеяда людей, которые там как-то сходились пути, все это высчитали и подняли толпу на тот момент 144 тысячи человек для того, чтобы в разных уголках планеты провести некие церемонии для того, чтобы вот сдвинуться. Это положило начало. И потом наступило то, что мы уже знаем как текущую историю, 2000 год. Я очень хорошо, как мы помним, вот этот рубеж, миллениум и так далее, тысячелетия. Я вот тогда была не то что спящая, вот такая. Я очень хорошо помню вот это вот ощущение того, как мы это собирались праздновать. То есть я из поздних для себя считаю. И вот там произошло важнейшее событие. Вот эта вот гармоническая конвергенция положила начало тому, что вот считайте, 87-й, 2000, ну там конец 99-го не принципиально. 13 лет потребовалось, если я правильно посчитала, для того, чтобы Земля впервые
выровнялась с галактическим центром, то есть центром нашей галактики. До этого момента, вот кто говорит, Земля – это тюрьма, вот так и было. Она была как будто бы, как это называется, не инкубатор, как будто запретная реальность, в общем, закрыта ото всех. И для того, чтобы пробиться вверх, нужны были аскезы, полное отречение от всего и так далее, что нам известно через монашество. То есть надо было очень сильно верить и вот это пламя Божие нести внутри для того, чтобы пробиться вот через ту завесу, которая... Карантин, вспомнила, на карантине, чтобы пробиться. И вот в конце 99-го, начало 2000-го открылось прямое, да, как называют, выравнивание, научный термин, ну, в смысле духовный термин, с центром галактики. Центр галактики, а там у нас находится великое центральное Солнце, да, Солнце наше и Земля. Встали на одной линии, потоки пошли. Причем работало тогда это через Солнце как понижающий трансформатор, потому что напрямую эти энергии, ну, были недоступны, люди не готовы были их взять. Ну, только те вот первопроходцы, которые изначально услышали, что это надо все делать, и проводили эти церемонии. Потом Солара подключилась и своими церемониями 11.11 много лет подряд, как раз-таки для пробуждения. Но самое главное, что вот это явление выстраивания, да, запустило цепь событий, открылось окно. Окно возможности. То, что называется 12-летним циклом. Когда у каждого, кто почувствовал этот свой зов души, есть возможность пробудиться. Не все одномоментно, а по чуть-чуть. И обычно, опять же, да, было подталкивание. Потом произошло следующее событие. Декабрь 12-го. Все ждали переход 21 декабря. На самом деле 12-12, как раз у нас в Москве была встреча, да, в 2012 впервые была заякорена линия времени новой Земли. То есть потенциал. Все так думали, что уже все, можно ничего не делать. И вот себе представьте, сколько лет люди находились в этом предвкушении и заблуждении. Ну, кто-то боялся, а кто-то ждал. Что можно будет расслабиться и ничего не делать, само все собой произойдет. И вот такую фигу всем показали. Потому что нужно двигаться. Коллективно, каждый в своем темпе, ну, двигаться. Вначале соединяясь со своей душой, помогая ей разместиться в теле. А для этого, извините меня, это все нужно сделать, все то, что мы называем темой трансформации. Разобраться со своими травмами, с обидами, теневыми аспектами. В общем, все то, что называется личной трансформацией. И вот в момент, когда ты соединяешься с душой, твоя эго-личность полностью капитулирует. Все. Она никуда не исчезает. Вы также ходите, руками машете. Но она больше не является вашей движущей силой. Вы смотрите на все глазами своей души, то есть мудрейшей части себя. Не остается ничего не выровнено, не сбалансировано. При этом вы можете переживать, попадать в какие-то ситуации нестандартные, как-то реагировать. Это то, что я называю проработанным человеком. Реакции будут другие, ощущения будут другие, взаимодействие будет другим. И уж тем более не будет никаких обидок, агрессивных нападок, вы со мной не согласились и так далее. Ну, потому что мудрейшая часть тебя из доступных на тот момент находится в тебе. Ну, то есть вы единое целое. Понятно, что не вся душа, она не может, да, тем более на сколько там, 12 штук бегает. Кроме вас еще 11 получается. Как минимум. И везде направлено. А если добавить туда концепцию, что все происходит одномоментно, ну, в общем, прикольно. Но самое главное, цель души – вернуться. Вернусь еще раз к метафоре. Как из космического корабля. Такие шаттлы вылетают, и на Землю выходит в скафандре космонавт, который изучает, исследует, проверяет гравитацию, как здесь прыгать, как здесь оперировать, что здесь делать.
А если я порву скафандр, что при этом произойдет и так далее? Потом что делает космонавт? Возвращается обратно, потому что невозможно жить на чужой планете просто так. Нужно вернуться на базу. И он возвращается на базу. И в этот момент душа аккумулирует весь опыт. И вот если добавить этот компонент без времени, то это происходит для нее постоянно. Каждую секунду какой-то человек выходит из воплощения, возвращается обратно, неся с собой весь свой наработанный опыт, все навыки. И таким вот образом, получается, она аккумулирует опыт десятков, сотен, тысяч своих воплощений. И когда достигается определенная, как у нас говорят, да, критическая масса, но в данном случае уровень света и любви в ней повышается, она сама поднимается на ступеньку выше. И получается вся вот эта система, душа, высшее я и высшее я высшего я, по-русски говоря, да, то, что мы называем божественным я, они сдвигаются. И каждый участвует в этом процессе. В зависимости от того, получилось или не получилось, справился или не справился. Я не буду заходить в тему прошлых жизней, но вот у меня периодически слышу, как Марису сдают домашки, они нам все время смотрят. После воплощения душа довольна или недовольна, получила, в смысле цели, которые она перед собой ставила, достигнут или нет. Знаете, там очень редко бывает то, что мы называем приятным. Ну, допустим, ты пришел для того, чтобы научиться любви. В результате это мезальянс. Девушка выходит замуж, допустим, за мужчину в разы старше, и она из низшего сословия по сравнению с ним. И вот чтобы научиться любить и пронести эту любовь к мужчине через всю жизнь, она всю жизнь живет в страданиях, потому что ее презирают, вставляют шпильки и так далее. Вот что такое научиться любви с точки зрения души. Или когда ты приходишь в полностью искореженном теле. Мгм. Поэтому еще раз напомню, Сэл Рэйчел «Интеграция души» почитайте. Она не, вот она как раз несложная, потому что это ченнелинговая книжка, без всякой умной терминологии, но очень простым, понятным, ну, в смысле, не сильно простым, но понятным языком, доступным всем. И тогда механика и взгляд на жизнь очень сильно меняется. У души одна цель – вернуться. Вначале стать своим высшим я, потом стать своим божественным я, а потом на выходе вернуться в источник. Цель всех душ. Вернуться обратно. И вот этот зов мы чувствуем. Просто единственный момент, пока ты туда сигнал сам не отправил, кроме ангелов-хранителей, ты никому не интересен. Вот. Поэтому, когда плита падает, начинается движение. И вот эта первая волна, как ее называет Лорен, да, 2000-2012 год. Это не значит, что нужно все 12 лет заниматься личной трансформацией. Кто-то, извините меня, проходит исцеление основных травм, вот давайте это так коротко назовем, ну там, не знаю, за 4-6 лет. И начинает двигаться дальше. И вот чаще всего между этими разными этапами вот есть такой переходный момент. Вот это ощущение между небом и землей. Потому что знакомое, привычное, простроенное, оно перестает работать. Туда тыркаешься, сюда тыркаешься. И никак. Сейчас говорю и понимаю, что вот ключи мастерства октябрь 2010 года появились именно в такой момент. Это был мой момент перехода. Я вдруг там летом в 2010 году почувствовала. У нас был совместный проект с Ларисой Артамоновой, «Инструменты духа» назывался, «Новые инструменты духа». Мы там и духовном, а потом я решила немножко заземлить информацию, пошли про чакры. И я поняла, что я вот рассказываю, там, понимаете, сверхдуховный, да, все вот там. А мне хотелось о простом и радостном, о работе с телом, о своей энергии. И я поняла, что у меня контакта с аудиторией вообще, потерялся. Я говорю, слушай, говорю, я ухожу отсюда. Я говорю, открою свой собственный проект.
И, по-моему, как раз в 2011 году я ушла. Ну, проект остался Ларисе, она так и осталась работать с этой духовной аудиторией, а мы пошли о более приземленных таких вещах, да, вот называется «с небес спуститься на землю». Это был мой процесс. У меня даже год я могу... Я вообще с годами не дружу. Для меня это как будто разные реальности. Ну вот он, процесс. Вот то же самое у вас может быть. Потому что вот эта тема отработки, проработки, трансформации, грабли, вот эти провалы, подъемы, туда-сюда, ты с этого выходишь, но чтобы дальше двигаться, нужно понимать, что там на следующем шагу. Для этого я собрал огромную статью с кучей примеров и признаков, чтобы было понятно. Потому что у меня ощущение, что из одной части вышли, а в другую не дошли. По той простой причине, что разница между душой и высшим я. Хотя здесь я буду слово использовать сверхдуша, то есть сверх. Почему? Потому что это групповой формат. Там ты уже не один. И там начинается прямое взаимодействие и со своими сотоварищами по душе, то, что называется родственными душами. И самое главное, ты не можешь, этот этап, вот в чем суть его, личное не является больше приоритетом. Отсюда вот это ощущение потерянности. Личное больше не приоритет. И вот это все мне для меня любимой, в хорошем смысле я назову это эгоцентризмом, эголичность все отдает бразды правления своей душе, которая не где-то там внутри. И у многих из вас это может проявиться вот как нежелание, как желание уйти из общества. Это вот такое своего рода отшельничество. Тут мы подходим к той аудитории, которая изначально была на ключах мастерства. Мы вместе шли по этим шагам. Начинается такой период затворничества, отшельничества. Это не значит, что ушли куда-то в монастырь, да, хочется поменьше общаться. Самое главное, это эта интроверсия. Даже если вы были сверхактивны, деятельны, как я, огромное количество семинаров проведено, людей организованных, еще что-то. А потом ты погружаешься внутрь, на природу, хочется побольше помолчать, поменьше с кем-то общаться. Тут главное не зависнуть в этой фазе, как я зависла надолго. Но вот этот этап взаимодействия с людьми, он важен. Потому что ты еще раз говорю, да, переключаешься с личного на нечто большее. Сверхдуша, группа душ. Группа– это групповая работа. Ты начинаешь чувствовать, что ты часть большего целого, что вот этот весь прожитый, пройденный тобой опыт, он сыграл на пользу не только тебе, но и всем. И теперь ты можешь начать делиться этим опытом. И сейчас я это прицельно рассказываю те, кто вот пробудился до 2012 года. У нас был такой путь. Мы на себе проживали, на ощупь вслепую придя, без книг, без подсказок, без чего-то. Я вот помню, Крайон впервые в Москву приехала, был 2007 год. Хоть кто-то где-то, это вот тогда, Стив Роттер, 2004, до этого вообще ничего не было. Никакой литературы, никаких подсказок, никаких каналов, вообще про это ничего не знали. И тут хоть что-то появилось. И народ прям толпами шел, потому что хоть кто-то что-то рассказал. И сейчас можно в магазин зайти и купить Алису Бейли. Конечно, зная о том, что... Ну, или в интернете прочитать про нее. И изучить. Блаватскую, Рерихова, Алису Бейли, Генделя Макса и так далее. Вот то, что фундаментальное, тогда не было. И ты начинаешь, получается, вместо фокусировки на личном, вот нести свет другим людям. Проявляться может по-разному. Здесь нет никаких каких-то определенных вещей. Я не всегда была, ну, в смысле, я всегда была учителем, но я была учителем в школе. Я начала с переводов. Почему? Потому что я была учителем английского языка. И вариантов где-то пересечься, вот интернет только-только недавно появился. Мы собирались тогда на форуме края, он так и назывался. Потом мы переименовали в форум Light Ray. И когда там Игорь написал о том, что
Слушайте, вот столько ченнелингов появляется, такая классная информация. Кто знает английский, давайте попробуем. Ну, я вроде как знала английский, да. Не помню сколько, 3 или 4 года я переводила. В огромном количестве. Днем деньги зарабатывала, ребенка обеспечивала, да, а ночами сидела. До утра. Благо, молодая была, можно было не спать совсем. И параллельно трансформировалась. Ну, понимаете, это желание вот это вот поделиться. Нашел жемчужинку, давай я поделюсь с тобой. И со всеми, кто готов. И там тебя начинают вести без вариантов. Я, по-моему, рассказывала, как неоднократно, но у нас очень много новой аудитории, которые это не слышали. Как и на вебинарах оказалось. Вот через переводы я переводила Мишель Эллов, это Кутхуми Агриппа, канал. И она там проводила активации, где постоянно звучало слово «Россия». Я говорю, слушайте, ну как можно проводить активации для американцев, иностранцев, она вообще сама в ЮАР жила, в Южной Африке. Рассказывать про Москву и Питер, когда вот здесь сидят люди, которые готовы и хотят. И мы тогда впервые, и поскольку я сама вообще ничего, ну, не то что не знала, ну, в общем, я как раз с Ларисой Артамоновой, а я уже к тому моменту организовывала семинары, я на Шасили, ФЭН в России. И там на одной встрече в Москве познакомились с Ларисой Артамоновой, и я подумала, слушай, ну вот они сейчас в Питере будут что-то там якорить, активировать, давай мы группу соберем. Ну, ты же в Питере, я в Орле, она в Питере. Познакомились в Москве. Говорю, собери людей. Ну как так? Ну вот такая, они там что-то делают, а оно все проходит мимо. Говорю, как можно, сидя в Африке, что-то там в Санкт-Петербурге какие-то столпы ставить и города света возводить? Она говорит, давай, я провожу такие типа встречи. И когда мы кинули клич в интернете, она говорит, слушай, у меня говорит, больше 10 человек в квартиру не поместится, а там собирается толпа. Ну как, человек 100, допустим. Я говорю: "Стоп, стоп, 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 стоп". Я говорю: "Чё мы будем делать?" А Мишель как раз проводила, тогда еще, не знаю, может, кто-то помнит, тогда не было платформ вебинарных, трансляций вообще не существовало. Тогда была такая фигня, назывался GoToWebinar на английском языке. Там какая-то программа, если устанавливать, что-то там такое делаешь. И я как сейчас помню, $100 в месяц она стоила. Я говорю: "Слушай", я говорю, "ну надо, давай". Как мы эти $100 платили, не зная. У нас, ну, $100 для меня это было очень много. Ну, для нас двоих это было много. Но мы решили в эту авантюру влезть и заплатить $100. Поскольку я знаю английский, мы разобрались, написали инструкцию. Мы таки собрали этих там 100-150 человек впервые в жизни и провели. А поскольку это была активация, да, она ее выложила текстом, мне надо было перевести, а Лариса ее читала, проводила. Вот это было первое. Это я потом поняла, что мы на вебинаре. Ну, в смысле, что мы вебинары ведем. Идея была совершенно другая. Не людей собрать, не что-то сделать. Ну как так мимо проходит возможность? Они в Питере что-то делают, а у нас есть люди, которые с Питера и в других уголках России, почему бы не присоединиться? И так вот я попала на вебинары. А потом там еще интереснее история произошла. Поскольку я все переводила, Лариса это проводила, мы потом и до платных материалов добрались, это была моя идея фикса. Поскольку денег не было, ну что там, в те времена еще нищий учитель. И я написала Мишеле, говорю, слушайте, говорю, давайте я буду вашим представителем в России, буду все переводить. И она-то предложила, что давайте, говорит, будете вот платные переводить, и мы стали продавать. То есть мы освоили платежную систему, что-то еще делали не для себя. Нам хотелось дать это людям. Деньги все отправляли ей. И на выходе Лариса вот проводила, там вот эти даже космические законы, там же есть активация часть, ну там где-то час она идет. После этого Лариса выжатая как лимон, мощный поток через себя пропустила. Люди в конце задают вопросы, и я на них стала отвечать. Ну я же все это перевожу. А у меня вот этот талант-систематизатор, он был всегда. Просто фокус был составить какой-то реферат, да, или вот сейчас духовную литературу перечитать и оттуда вытащить зерна истины, собрать воедино. И на выходе в какой-то момент, вот это очередное прозрение, я поймала себя, что я уже 30 минут отвечаю, ну, то есть я веду,
Я никогда не хотела кому-то что-то вести, что-то делать. И когда я это озвучивала Ларисе, она говорит: "Давай свое попробуем провести". Я говорю: "Слушай", он говорит: "Вдвоем не страшно". Мы так ходили на трансляции вдвоем, курс проводили. Что-то она рассказывала, что-то я рассказывала, то есть делились уже своим опытом. Было ли что-то из этого запланировано? Нет. Могу ли я сказать, что я этого хотела? Нет. Нас просто вот подталкивали. Вот один простой пример. На выходе вы меня много лет знаете как тренера. И говорящая голова, которая сидит, вам тут что-то рассказывает. Но начиналось это вот. Если бы мне тогда сказали, что будет вот так-то, я бы спряталась, сказала: "Идите нафиг". Я была ни морально, ни внутренне, ни как-то не готова. Но поскольку вот так вот мягенько толкали, ты делаешь шаг, открывается следующий, делаешь шаг, открывается следующий. И каждый раз ты переступаешь через себя. Ответственность, деньги, еще что-то, а мало ли там. И на этом ты растешь. Но самое главное, этот переход совершается. На выходе ты переключаешься только с себя, все для себя. Ты начинаешь вот то, что называется словом "служить". Ну, потому что ты уже отработал по максимуму. То есть основные авгиевые конюшни ты расчистил. И это ответ на вопрос, почему у некоторых зависание вот на этом этапе слияния с душой длится 20 лет, 30 лет. Потому что продолжают жить в парадигме мышления: все мне, 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 мне. Понимаете? Это вот главное препятствие перейти с фазы номер один на фазу номер 2, потому что это кардинальное изменение. Ну, а теперь к более текущему времени. Фаза номер 3. Вот в 24 году Лорен написала, что вот эта первая волна, пробудившаяся с 2000 до 2012 года, кто, конечно, перешел на стадию вот это соединения со своим высшим "я", начинает путь в третью фазу. И вот это вот мощное ощущение зависания с 24-го, оно и для всех. И для тех, кто в первой волне, и кто для второй волны. Вот этот переход. Просто тут вопрос. Мы сейчас рассмотрели переход с уровня эго-личности на нечто большее с компонентом служения. А вторая часть, кто-то из вот этой миссии служения выходит в следующую фазу, которая еще серьезнее и крупнее. И вот для того, чтобы поддержать тех, кто вот завис именно на этом переходе, а там совершенно другое проявление. Потому что вот это взаимодействие, как оно было, то есть то, что было простроено и простраивалось определенное количество лет, а 10 лет – это приличный срок. 12 лет еще больше. А если началось раньше, ну, в общем, приличный срок, вдруг начинаешь чувствовать, что оно не работает. И теперь вопрос, вот кто это чувствует? Не работает. Инструменты работать перестали. Люди реагируют как-то иначе. А при этом вроде как идеи могут и переть косяком. Я вот эти нестыковки вижу с весны. Самый банальный пример, я прям смеялась во весь голос, хотя вначале даже расстроилась. Мы выложили статью, наверное, в мае. Там было контракты, миссия, служение, что-то такое. И у нас в телеграм-канале вдруг появились комментарии на тему того, что задают вопросы, я что-то там спрашиваю, мне говорят: "Не, я еще деньги зарабатывать не научилась". Ну, типа себя не обеспечиваю, муж обеспечивает. Я говорю: "Так подождите". Ну, то есть вот она, фаза 1, да? Научиться для себя. Я говорю: "А зачем вы вообще читаете про служение, про эти статьи?" Говорю: "Вам оно не надо. У вас сейчас болевая точка, либо нечего жрать, на самом деле нечего". Как я вот с ребенком маленьким одна, будучи учителем в школе. Тут хошь не хошь, будешь вертеться ужом. Вариантов нету. Но шаг номер 1, самый важный – научиться обеспечивать себя, в том числе финансово. И когда я это написала,
В ответ некая дамочка говорит: "А, оказывается, служение для богатых". Я говорю: "Боже, откуда это?" На ключах. Ладно б где-то. На ключах. И вот я после этого стала смотреть вот такие вот нестыковки. Вот сильные прям нестыковки. Что в итоге родилось? Цикл статей, которые мы как раз, ну, запланировали к вратам льва. Мощный праздник, энергия выстраивается. Чтобы увидели. Но я поняла, что у нас огромное количество людей, которые вот начинающие, как их можно было бы назвать. А мы эти материалы, ну, я-то рассказываю про совсем другие темы. Надо вытягивать, опять выкладывать. Так что ждите. Сейчас я это все переварю, и будет перестройка. Будем чередовать те материалы, которые были, и новые материалы, потому что мне-то понятно, интересен вот этот путь. И второй момент, который вывод сделала. Мы вот на продвинутых курсах говорим про такие вещи. Вот мы здесь говорим, да, переключиться с личного, вот тут даже не про служение, а про несение своего света другим. И вот это вот взаимодействие, допустим, да, с родственными душами и так далее. То есть мы в продвинутых курсах, когда потоки проводим, мы в эту тему заходим. Но у нас на этот счет нет ни одного материала. Ну, только вот на групповых медитациях я периодически говорю, да, пошлите там себе куда-то. Но места вознесения, да, заряженные, энергии пятого измерения, места, куда мы ходим для того, чтобы повышать вибрации, светимость, мы туда ходим вот на потоках группами. Как раз таки со своей всей этой расширенной, вначале с 12, потом со 144. В энергетической апгрейде в старом версии, там, правда, были версии у вас. 4D, 5D, 6D и так далее. Сейчас вот у нас последнее занятие будет на новой версии. Тоже заходим в тему. Вот эта структура, иерархия. А прикладных материалов нет. Ну, в смысле, что делать-то? То есть сама структура есть, вот эти вещи, да, а прикладной, чем мы хороши, именно прикладными вариантами нету. В общем, для меня много прозрений, поэтому благодарна абсолютно всем, кто поставил отчеты, написал комментарии к этим постам, статьям, потому что, говорю, у меня как будто бы, знаете, вот такие свои собственные шоры падали. И пока я занималась систематизацией, это очень большой труд, вот чтобы одну статью собрать, дня 2-3 приходится только сидеть, потому что вначале выбиваешь какие-то ключевые слова, ну, чтобы понимали, да, там сотни страниц текстов. Все это выбираешь, соединяешь, потом вот так вот смотришь динамику, смотришь там, к чему это подвести, как, допустим, статья про путь вознесения, да, заканчивается вопросом, который, опять же, подсказали закончить именно таким образом. Типа, не задержались ли вы на своем этапе? И вот следующая, третья статья, там будет еще раз критерии именно перехода с одного уровня на уровень, чтобы посмотрели какие-то вызовы. Самое главное, вот этот общий план. Но вперед чуть-чуть не буду забегать. Иначе получится, что читать будет не так интересно. Но самое главное, да, это путь движения. И с каждым шагом ты ближе. Ближе к этой вечности, к этой глобальности, к этому чему-то большему. Можно ли не идти по этому пути? Можно. У нас достаточное количество людей нашлось, которые написали: "А я хочу просто жить". Окей. Выбор наступать на одни и те же грабли, проваливаться раз за разом, проходить одни и те же циклы. Ну, потому что подкидывать возможности будут. И здесь очень хорошая вот эта прямая прям аналогия с этими окнами. Вот окно было 2000-2012, следующее окно 2012-2024, следующее окно, да, началось с 2024 года, хотя некоторые люди начали, ну, там, я не знаю, 23 год, слышать зов своей души. Они не случайно открываются. Вытолкнуть пытаются всех. Массово, причем, заметьте, массово. Речь не идет про одного, который всю жизнь молился, сидел в ашраме или там, не знаю, в пещере. Нет, массово. В такую позу зю ставят, что у тебя остается два варианта. Либо свалить и родиться в новом теле, глядишь, мозги будут умнее, либо тебя все-таки дотолкают. Вот в этом я убеждена на 100%. И здесь нету нигде возможности посидеть, попотчевать на лаврах. Нет. Это бесконечное развитие, бесконечное движение. Но просто выгода-то в чем?
Если ты из года в год проходишь один и тот же цикл трансформации, ты понимаешь, что с каждым разом напряжения больше, стресса больше, давления больше. Почему? Потому что ты сопротивляешься всеми силами. Назвать это жизнью? Сори, но я не могу назвать. Я вот вспоминаю, какая я была. Я даже с дочкой на эту тему разговаривала. Я говорю: «Ты помнишь, как я на тебя срывалась и кричала, а потом извинялась?» Ну, просто это период, я говорю, вот как раз она родилась, и 23-24 год, и года 2 было. Она вообще не помнит. Она помнит маму только такую. Я говорю: «Чё, говорю, вообще не помнишь, что ли?» Говорит: «Нет». А ведь я была совсем другой. Такой же непроработанной, с такими же обидами, еще и ментально озабоченной. Слишком много мыслей в голове крутилось, слишком много вопросов было. Капец какая неуверенная. Я выбирать вообще не умела, я боялась. Я боялась ошибиться, да, не то выберу. Лучше вообще не выбирать. И вот годами сидела, тянула. Ну, я говорю, это вот реально вот эта личность, да. Я теперь, когда вот в какие-то состояния впадаю, называю это впадение в личность обратно. Но только в то состояние уже никак не упасть. Ну, потому что фазы разные. Впасть можно, ну, вот в личность, да, но опять же, это личность того этапа, на котором ты находишься. То есть то, с чем ты пришел. Вот прям совсем вниз уйти невозможно. Ну, не могу и сейчас, да, провалившись в личность, вернуться к тому, какая я была. Сори, но слишком много всего накоплено, проработано и сделано. Понимаете, да? Это вот когда я говорю метафора многоэтажного дома, чтобы раз за разом не проваливаться вниз, нужно расчистить подвал. Вот в этой метафоре подвал это и есть, да, вот эта первая фаза трансформационная. Ты его вычищаешь настолько, что потом ты по этажам, ты можешь свалиться на этаже ниже, но в подвал ты больше не провалишься. А сейчас, получается, мы переходим на фазу уже, что там у нас, чердак в нашей метафоре. И вот там интересное явление. Если открутить назад, сейчас как раз прицельно для первой волны говорю. Если открутить назад, начиная точно с 21 года, я просто помню, когда это началось, у меня появились необъяснимые для меня порывы. Вот я иду по стезе учительства, да, рассказываю, обучаю, вот это мой талант, вот это все. И много лет работы в школе научили, да, методическим вещам каким-то. Есть те, кто вот эти решетки корил, какие-то группы куда-то возил. Вот это вообще не мое. А тут я стала эти столпы ставить световые. С землей работать, еще что-то такое делать. У меня такого никогда не было. Поэтому оно как-то вот когда дошло, что вообще делаешь, поняла, что это нечто новое. Потом вот эта настоятельная потребность вернее, потребность, это не моя потребность, да, выпихивание в люди. Для меня это был возврат назад. Я с этим уезжала в Латвию. Бесконечное количество семинаров, организованных, проведенных, и тут опять ты в это возвращаешься. Я сопротивлялась всеми силами. Ну, я же интровертом за эти годы стала. Мне же так комфортно вот наедине с собой общаться только онлайн. Выпихнули. И вот все, что в живые встречи были на этот год в планах в декабре, еще мы ни одну не провели. Ну, тут процесс систематизации очень мощный. Почему? Нужно сделать выводы. И не выводы за последние 12 лет, а выводы по всему вот этому пути с момента пробуждения. Но на этот счет будет третья статья. Я к тому моменту, как она выйдет, не знаю, уеду ли я к этому моменту в отпуск, но если нет, то проведу еще один эфир, потому что есть какие-то важные моменты, которые стоит обсудить именно уже вот с теми, кто вот со мной вместе по этому пути идет. То есть, получается, со второй на третью фазу переходит. Там очень много было звоночков. Просто это очень сильно не похоже. Надо слишком много всего отпустить. И если за эти годы вы стали каким-то известным персонажем, там специалистом, целителем, еще кем-то, вот с этим надо растождествиться. А если корона на голове, ну, корона на голове быть не может. Корона на голове – это когда в эго-личности находишься. Вот, поэтому, может быть, такой продвинутый эфир мы еще с вами проведем.
Сори, это Маня. Шерсти накушалась. Я с землей работаю, большую часть во сне. Вот во сне очень большая работа проходит. То есть вживую вы можете этого и не делать, ну, в смысле, в реальности. Но во снах очень большая работа. Почему? Вот это расхождение. Не буду отвечать на вопрос. Для меня все очень прозрачно. Да? То, чем ты мог бы заниматься в реальности. Но ты это не делаешь, твоя часть пашет во сне. Тоже вариант. Как один из вариантов, давайте так скажу. Я стараюсь вот категорично не сводить к одному-двум вариантам разной истории. Ну и финальная часть, час уже прошел, но чуть-чуть еще хочу сказать. Вот разница в волнах. Что происходит? Вот сегодня появился комментарий, прочитала опять же в телеграм-канале, так интересно было сформулировано насчет того, что ой, а мне уже не важно, на какой фазе. Вообще вот этот весь цикл задумался как помощь и поддержка, чтобы видели на шаг дальше и видели, к чему стремиться. С моей точки зрения это нормально. Вот я зависла, я вижу ориентир, и мне есть чем сонастроиться, куда посмотреть, что-то поисследовать и двинуться туда, если это мое. Но это с позиции, давайте так скажем, состоим фаза 2, сверхдуша, высшее я. С позиции того, кто находится на первом этапе, это найти очередное подтверждение, что я иду туда, куда нужно. И какая я крутая. Вот эта эголичность, она настолько классно проявляется, я плюс спасибо написала, настолько четко это вот видно, не по отношению к девушке, а как оно звучит. Сейчас я пройду такой-то тестик, мне скажут, что я суперская, а вот здесь вот как узнать свой уровень вибрации, как вот это все померить, сделать. Для чего? Для того, чтобы помочь своему эго самоутвердиться. Вот этого ничего нету дальше. Ради одного этого стоит двигаться по этому пути, потому что вот это все не имеет значения. Выбрали тебя, не выбрали, там назначили, не назначили, пофиг. Это то самое, да, свобода от внешних вот этих всех. И тот самый внутренний стержень. Ну, просто все это появляется, когда вы перешли вот этот рубеж, переключились с личного, ну, на общественное, в данном случае, да, на духовное, на душевное. Там вообще все иначе. И опять, да, происходит вот эта смена восприятия всего и вся. Вот мне пофиг, наезжают на меня, не наезжают. Ну, если это не муж, который знает, куда бить, в какие точки нажать, чтобы как раз вот эту эго-личность временно вернуть. И последняя часть про волны. Вот для чего я к этой теме-то вернулась. Важно, как оценят. Почему? Потому что свою собственную ценность я не знаю. И все строится на системе оценивания. Вот мы же весной записали потрясающий мощный курс, тема самоценность. Мы там начали с оценивания, с оценки, да, то, что называется самооценка. У меня там тоже столько иллюзий попадало, потому что мне казалось, что вот, ну, в общем, туда работать, еще и работать. Слишком много всяких разных штук. Отдельно духовные заблуждения всплыли, как это вот оказывается и так далее. Не суть важно. Оценивание, конкуренция, да, вот это регалия, корону на голове, доказательства и так далее. Поэтому озвучиваю. Первая волна, которой, особенно первопроходцы, ну вообще про первую волну, нам все давалось потом и кровью. По той простой причине, что информации не было, шли реально на ощупь вслепую. Это был тяжкий труд. Вот первыми вот туда зашли те, у кого был накоплен свет души. Ну, то есть уже давно. Для чего? Потому что нужно было проломить. Чаще всего это те, кого называют индюки. Задача была разрушить, расшатать, растрясти. Реально вот прорубать путь, ну только, понимаете, в темноте вслепую. Долбанулся лбом, не знаешь, что это. Вся литература, все это появилось чуть позже.
По крайней мере, в России. В Америке она была. Но в России появилась какой там 2003 год, по-моему, издательство «София» начала, как они это называли, эзотерику, ченнелинговую информацию публиковать. Поэтому самый большой вызов – вот выйти из этого состояния страдания, преодоления, тяжести и научиться жить в легкости. Все то же самое можно делать в легкости. Это очень большой вызов. И когда оглядываешься назад, вернее, вокруг, не надо сравнивать себя с тем, кто пришел позже. Вот у нас опрос, который я провела, показал, что все-таки у нас большая часть, это вот вторая волна. Я очень хорошо помню те, кто в 2018 году пришли, это прям как свеже было. У них совсем другие цели, совсем другие задачи. Но самое главное, понимаете, колея проложена. Кто по снегу бродил хоть раз, вспомните, идете, глубокий снег. Его надо, извините, там ногу еле вытаскиваешь. А когда перед тобой прошло 20 человек, ты уже идешь по протоптанной дорожке, уже даже так неплохо. Да, можно подскользнуться. Да, холодно зима. Но не надо протаптывать этот путь. И вот у этой волны другая, получается, глобальная задача. Путь-то один, задача другая. Они пришли для того, чтобы на подготовленной почве распаковать те способности, таланты, которые душа владеет. То есть они одаренные. И у них вот эта коммуникация, чаще всего они более заземленные, у них не было этого периода отшельничества у многих. И смотришь так на девочку 30-летнюю, а у нее не только курсы, у нее уже сертификация, обучение, и то-то, и то-то, и то-то. Свой пример, когда я недавно подписалась на одну девушку, как раз про чакры было. Там такое количество физической активности, я только посмотрела, у меня волосы дыбом. Это сколько надо было инстанций пройти, вот это все. Спросите меня, хочу я по этому пути идти? Нет. Но разница в чем? Для меня это сложность и преодоление, а для них нет. Для второй волны это не сложность. Не сказать, что это прям легко, но это не сложно. И они вот распаковывают, как на Новый год, да, там подарочки. Хоп, один, хоп, один, хоп, один. Поэтому не надо сравнивать себя с ними. Просто то, что у нас вызывает сложность, у них сложности не вызывает. Поэтому несравнимые категории. А у них нет того, чего было у нас. И того опыта, который мы были, вот этого проживания, преодоления и так далее. У каждого своя цель. А вот те, которые сейчас приходят, пробуждаются, как Лорен пишет, у них своя миссия, своя задача. Они начинают сотворять. Ну, во-первых, вычистили, распаковали. Им вообще ничего вот это не надо. Их задача будет только пробудиться и начать творить. Потрясающее время. И сложность именно не с этими вот новенькими, хотя для них надо материалы собирать, выкладывать, потому что в таких же непонятках, куда, чего и как. Я не знаю, пробудился или нет и так далее. Но мы это сделаем не сейчас. Сейчас вот я отдохну, потом будет врата льва, потом я еще отдохну, а потом мы с осени начнем. Подборки всякие разные. У меня как раз в мозгах все это уложится. Потому что пока не все ниточки свела воедино. Как-то очень сильно эта перестройка. Но то, что ориентиров стало в разы больше, казалось бы, статью собирала вам, все эти материалы собирала вам, а у самой как будто бы вот вся жизнь прошла и поняла, куда вот нужно двигаться. И на каких конкретно местах сама торможу. Главный вот принцип эстафеты, но это будет статья номер 3. Вот я, наверное, выгрузилась. Если есть какие-то вопросы, вы можете спросить. Вообще шикарно получился эфир. В плане кривляния, в плане того, чего делалось. Но это вот, говорю, аккумуляция. Наблюдала, и вдруг оно складывается. Так, смотрю. Мураша из коня, весь замысел божественной единой команды человечества, каждый драгоценен на своем этапе. Каждый, вот про это и будет. Я изначально написала, собрала, вернее, 2 статьи, что я там писала, собирала. А на выходе поняла, что это очень важная часть, поэтому статья номер 3 будет про личный вклад каждого.
кто на каком этапе что вкладывать, чтобы увидели, оценили. Потому что без этого пути вперед нету. Вот это застревание именно в этом происходит. Не видишь ценность себя, своего пути. А вот, говорю, мы 3 курса базовых записали за последний год, и везде сталкиваемся с одной и той же историей. Там не то, что не ценишь себя. Поедом жрешь, ненавидишь, принижаешь, изничтожаешь, а критикуешь. Если про других речь, осуждаешь, но при этом говорим про безусловную любовь, принятие, прощение. Разные этажи. Говорить можно. Пока вот это подвал не расчистишь, сдвинуться не получится. И это очень много. Причем здесь не важно, какая волна, какой период, потому что подвисшие есть много где. И последнее, наверное, наблюдение, это мы как раз с Светланой Добровольской пообщались. Есть такая история, я так понимаю, что это вот позднее уже, ну давайте скажем так, 22-й, 23-й, скорее всего, будет примерно то же самое 24-й. Еще одно отличие. То есть это, получается, предвестники вот этой третьей волны, которые пробудились очень быстро, еще раз говорю, без отработок, без чего-то, вот как будто включились. Может быть, мама была в теме духовной. У нас сейчас очень, вот я на встречу хожу к Светлане Добровольской, очень много приходит молодежи, которые говорят, а мы, говорит, мама, говорит, вас слушала, говорит, а мы рядом сидели с детства. И они так вроде как не участвуют, потом включаются, как один из вариантов. То есть очень быстрое включение, потрясающая мощь. Это души вообще другого совершенно уровня. Они вот как только включились, они каналы. Они начинают, вот причем это не обязательно слова, вот эти ченнелинги писать, нет, но они такой мощный поток проводят через себя и заземляют. Вот говорю, год, пример, да? Год назад пробудился, уже кучу ретритов провел и семинаров. То есть вот прям сразу, вот без этих зависаний, с этапа на этап, прохождение, пробуждение, мощно. И потом жесткий провал в личность. Потому что этап не пройти. Насколько бы мощная у тебя ни была душа, и в момент пробуждения, да, вот этот канал, а это еще раз, да, накоплено, эти души приходят, у них связка, ну, моя аналогия, значит, душа, высшая я, и высшее я, божественное я, да? Вот по какому пути мы идем? Ты вначале с душой соединяешься, потом с высшим я, и вот так вот каждый раз выше. А что, если твоя задача, твоя уже душа, вот эти части там, прямой канал простроенный. Почему? Потому что уже годы работы, да? И твоя задача просто вот пробудиться в теле. Все, других задач нет. Пробудился, и у тебя сразу выстроено все. И вот здесь вот кроется, ну, в общем, матрица все равно берет свое. Кто-то прокалывается на деньгах, когда приходит вот эта популярность, известность, появляются деньги, ты падаешь. Ну, в общем, это стандартные ловушки 3D-реальности. Но я к чему? Что есть немножко другой путь. Мы-то шли с нуля вот так, вот так, вот так, вот так. И пусть второй волне проще, но вот так мы шли. А сейчас уже есть примеры другого, когда мощный, наработанный человек проваливается вниз, пойдя, опять же, да, попавшись на вот эту 3D-шную ловушку. Не у всех, понятно, так происходит, но когда нужно расчистить подвал, с каким бы багажом ты ни пришел, с какой бы включенной памятью души не пришел, проработать свое придется. Высшее сердце горит, очень нужный. Ну вот. Так, а я благодарна. Столько распаковок. А можно для плоговищик? А кто будет наговаривать? Я? Кто вам мешает найти того, кто вам это наговорит? Я не могу наговаривать. Вы, кстати, не первый. Может быть, кстати, вы предлагали. Смотрите так. Вот сейчас в этом месяце, да, у меня было 2 курса параллельно. 2. Мы работали по танцу с тенью, очень мощная работа. Сейчас вообще новый курс параллельно записываем. Это охренеть какая нагрузка.
Охренеть. При этом я на себя повесила еще одну дополнительную обязанность, да, вот собирать эти статьи. Я вам сказала, каждую статью собираю 2 дня минимум. А потом мы еще это шлифуем, да, нам девчонки помогают привести это в порядок, картинки расставить, ссылки и так далее. Вот сюда сверху на меня повесить не получится. Когда это в телеграм-канале такое предложение, я говорю, во-первых, есть специальные программы, которые позволяют, любой текст им даете ссылку, они вам переводят в аудио. В конце концов, можно найти того, кто сделает. Это для вас. Если у вас таких несколько, вы можете скинуться и сделать. Это несложно. Я наговаривать не буду, у меня на это времени просто нет. Я посмотрела эти варианты с искусственным голосом. Ну, сейчас есть, да, вот скидываешь, и он наговаривает. Сори, но, не знаю, если кто-то знает такого приличного наговаривальщика, я имею в виду вот нейросеть, которая таким приятным тембром голосом говорит, озвучку делает, дайте мне, потому что все, что я слышала, оно искусственное, я такое не могу поставить. Там мощные такие статьи, и прибить их не получится. И вот опять же, вы у меня просите. Вот вопрос кооперации каким? Вот когда мне нужно было какие-то материалы получить, мы скидывались, заказывали, нанимали переводчика, объемы большие, и вопрос решался. А потом еще делились с теми, кто... Ну, это тут разница. Спасибо вам за этот вопрос. Опять же, показывает, да, для себя. Я понимаю, в чем проблема. Если кто-то напишет и предложит вариант не сильно искусственный, мы это сделаем. Но я наговаривать однозначно не буду. У меня физически на это нету времени. Чтобы вы понимали, чтобы такую статью наговорить, надо 2 часа времени убить. 2 минимум. Я просто знаю, сколько у нас страниц текста после трансляции часовой, где я говорю в свободном потоке. Поэтому, но если вы вдруг организуетесь и такое сделаете, мы будем признательны. Если кто-то напишет, да, какие сейчас современные... Я просто не сильно в теме нейросетей, я вон с чатом GPT только чуть-чуть научилась текст обрабатывать. В смысле, систематизировать, таблички какие-то составлять. Может быть, когда-нибудь он воспитается, что и писать сможет. Так. Ну, пока не вижу текста. Ну, в общем, вот такое мое пламенное послание. Поэтому, если кто-то знает, как можно вопрос решить, мы открыты. Но сама я наговорить точно не смогу, поэтому надо искать какие-то решения. И что-то еще недавно спрашивали. Ну, уже в другой раз. Значит, о чем хочу попросить всех под конец. Вот этот цикл, то есть мы уже выложили 2 статьи. Одна про пробуждение, вторая называется «Путь вознесения», третья будет про коллективное вознесение с пояснениями, с каждым разом глубже, глубже. То есть первая статья, она для пробуждающихся, вторая вот она для всех, для второй и третьей волны, для второй и первой волны, а третья, скорее всего, будет интересна только первой волне, такой же, как я, по пути, я имею в виду, духовному. Дальше будут еще материалы. У меня уже готова статья про плазму. Дальше хочу зайти еще в тему биоплазмы. Там потом будет еще вот Новый год этот планетарный, как это связано с вратами льва и разные-разные такие штуки. То есть статей будет много. Не знаю, в каком они порядке. Вот мы на четверг их ставим. Тут я через 4 дня хочу в отпуск уйти. Успею я еще дописать. Слишком непросто дается обработка чужих материалов. На фоне еще, когда курс записываешь. Вот. Но примите, пожалуйста, участие в голосовалке. Я вот сегодня в сообщениях Ютуба повесила, я в ВК ее повесила, в Телеграм-канале она есть. Потому что, вот говорю, у меня уже несколько вот моих заблуждений слетело. И вот, говорю, даже вот к осени будем перестраивать работу. У меня и так процесс перестройки начался. Материалов, еще чего-то. Но я не думала, что это сюда доложит. Казалось, делаю хорошую вещь, и теперь понимаешь, что нужно совсем по-другому делать, потому что вот этими только пришедшими, и понимаете, первой волной там пересечений практически никаких нету, то есть надо делать ротацию материалов и того, и другого. Поскольку я сама могу только вот историю, опять же, эти истории о том, как я на второй этап зашла. Про первый этап, и тем более, что было до этого, у меня смутные представления. Поэтому поучаствуйте, пожалуйста, напишите. Я посмотрю, потому что, может быть, еще какие-то откровения меня догонят. Ну и получается, наверное, в понедельник, 7 июля, у нас с вами 7.7, портал «Врата мощные».
И Лорен про них написала, и вчера про «Волну света» я какого-то Майкла Квинси, по-моему, выложила в телеграм-канале. Если кто-то вот прогнозы ищет, да, они у нас все в телеграм-канале. Ну или в центре обучения, если у вас есть аккаунт, там тоже все это выкладываю. В других местах не постим, рук не хватает просто-напросто. Так что на групповой медитации встретимся с вами уже, считайте, в понедельник, очень скоро. Не знаю, когда я анонс сделаю, но в понедельник точно встречаемся в 13:00. Понедельник же сегодня 5. 5, 6, 7, да, в понедельник встречаемся. Все, на этом я точно с вами прощаюсь. И кто смотреть будет в записи, с вас обязательно развернутый комментарий, чем было полезно. Обмен.